Не выйдешь ты из этих отношений. Иди сюда и начинай тянуть эту лодочку обратно. С понедельника начну бегать по утрам. Все. Я твердо решила. Сейчас еще вот этот торт доем с холодильника. Дай сюда торт. Так никто не смотрит в лодку и быстро Остап Бендер улепетывать надо. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад видеть на своем канале. По традиции, буквально несколько вступительных слов для тех, кто, может быть, впервые оказался именно на этой лекции и не знает, о чем вообще суть. По названию он, думаю, сообразил, что мы разбираем карты Таро. Но что, к чему, для чего, откуда, непонятно. Так вот, специально для тебя, дорогой мой друг, сообщаю, что мы разбираем колоду Гюстава Доре. Она выглядит вот в таком вот черно-белом исполнении. Все карты одинаковые, визуально имеется в виду, не по арканам. Визуально одинаковые, потому что они позаимствованы из гравюр Гюстава Доре. Простой пример. Сегодняшние карты шестерка мечей из колоды Уэйта и из колоды Гюстава Доре. Налицо различия. Их выпустила компания Лос Карабео. И все эти гравюры, так же как и карты в итоге, они имеют какие-то сюжеты. Кроме того, что арканы сами по себе относятся к разным стихиям, к разным мастям, так получается еще и карты основаны на различных сюжетах. Например, до этого мы разбирали достаточно такой большой, обширный сюжет на 26 карт, который был основан на библейских повествованиях. Вот уже как уроков, наверное, 5 мы перешли на книгу, которую написал Франсуа Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль» она называется. Здесь 14 карт, которые основаны на этой книге. Вперемешку по всем мастям, по младшим, по старшим арканам, без привязки. И хочу напомнить, что мы уже прошли и семерку жезлов, и девятку жезлов, и страшную девятку мечей, и четверку мечей. И сейчас у нас на очереди ряд других карт, я не буду их все перечислять. Сейчас у нас на очереди продолжаемые мечи. И, честно говоря, опять непонятная, пусть может быть не такая страшная, но непонятна в своей трактовке карта, по своей однозначности. Вот выпадает она, знаете, как очень часто хотят понять, это все-таки да или нет? Это хорошо или плохо? Вот что понять по этой карте? Шестерка мечей. Это да или нет? Это хорошо или плохо? Дайте мне ответ на этот вопрос. И вот, честно говоря, здесь все тарологи приходят в некоторое замешательство. А как же все-таки ее трактовать? Вот на такой простой вопрос. Давайте разбираться. Давайте проникать сегодня более глубоко в суть самой карты, чтобы для себя достаточно однозначно понять, если нам это удастся, конечно. Это все-таки больше в позитив мы уходим или погружаемся в негатив и должны, как помните, по предыдущим урокам мы говорили про Сатурн, мы говорили про 12-й дом, про кармические задачи, уроки, все такое сложное, мрачное, неизбежное порой. Или вот это что-то сюда. Поступим мы с вами классическим образом. Зачитаем отрывок, который относится непосредственно к нашей карте. Потом будем разбирать с вами описание классической в большей степени карты из колоды Уэйта и, естественно, держать в голове эту карту. Но прежде чем мы перейдем уже к этим таким двум главным вещам, давайте посмотрим, собственно, на саму гравюру в оригинале, как она выглядит и что у нас компания Лос Карабео из этой гравюры взяла для самой карты. Вот она сейчас перед вами на экране. В принципе, как это чаще всего и бывает, почти вся картинка попала на карту. Буквально обрезано несколько фрагментов в большей степени справа, чем слева. Мы видим чуть больше людей, чем они помещаются в кадр. Но так же, как и на классической карте, есть река, есть лодка, есть тот, кто управляет этой лодкой. Да я бы даже так сказал, что таких 2 человека. И есть те, кто сидят в этой лодке. Мало того, есть люди, которые стоят на берегу. То есть такое ощущение, что мы смотрим как будто бы на классическую карту, но с другой стороны. Со стороны воды, как если бы у нас была такая возможность посмотреть и на лодку, и на воду, и на берег. Если эта карта нам скорее показывает, куда человек плывет. Мы видим где-то вдалеке берег, но какой он хороший, плохой, непонятно. То вот эта карта скорее больше показывает такое ощущение, на первый взгляд, во всяком случае, откуда плывет. Потому что как будто бы эта лодка плывет к нам или по направлению к нам, а на том берегу еще остались люди.
что это за люди, имеют ли они вообще какое-то значение, которое может проигрываться у нас в классической шестерке мечей, или же не имеют, тоже сегодня будем разбираться. И кто они такие? Имеет ли для нас какое-то важное значение, что за персонажи изображены на этой карте? Мы с вами так незаметно перешли в разбор того, что это событие происходит с Пантагрюэлем, сыном Гаргантюа. Мы миновали его детство, его отрочество, его юность, и сейчас перемещаемся с события в событие, которое, как помните, в свое время Грангузье вызывает из Парижа, срывает с обучения Гаргантюа для того, чтобы он спасал свое королевство. Вот нечто подобное будет происходить и сейчас. Я буквально там пару слов накидаю для контекста, потому что они, честно говоря, в этой карте нам совершенно не нужны. Абсолютно. Как я уже и сказал, небольшой контекст относительно того, что у нас получается. Получается у нас так, глава 23 о том, как Пантагрюэль, получив известие, что дипсоды вторглись в страну амавротов, выехал из Парижа и о причине того, почему во Франции такие короткие мили. О милях мы читать не будем, а вот о причине зачитаем. Малое время спустя Пантагрюэль получил известие, что его отец Гаргантюа унесен феей Морганой в страну фей, как некогда были унесены Енох и Илия. И что, прослышав об этом, дипсоды перешли границу, опустошили великую страну Утопию, осадили столицу амавротов, вследствие чего Пантагрюэль, ни с кем не попрощавшись, покинул Париж, так как дело было срочное, и прибыл в Руан. События повторяются. Страна оказывается без правителя, недоброжелатели этим воспользовались, и теперь Пантагрюэль, его сын, должен срочно выезжать из Парижа, чтобы спасать ситуацию. И я не буду зачитывать те подвиги, которые с ними случались. Мы переходим с вами сразу к 30 главе. После окончательного разгрома великанов, в предыдущей главе такое было, Пантагрюэль приблизился к тому месту, где стояли бутылки. Кликнул Панурга и других, и все предстали перед ним целыми и невредимыми. За исключением Эвсфена, которому один из великанов слегка поцарапал лицо, в то время как Эвсфен перерезал ему горло, и Эпистемона, который вовсе не явился, чем Пантагрюэль был так опечален, что хотел даже наложить на себя руки. Панург, однако ж, сказал ему: «Полно, государь, обождите немного, мы поищем его среди мертвецов и посмотрим, как обстоит дело». Стали искать и, наконец, нашли. Эпистемон, мертвый, держал в руках свою окровавленную голову. При виде этого Эвсфен воскликнул: «О, злая смерть, ты похитила у нас лучшего из людей!» При этих словах Пантагрюэль загрустил так, как не грустил еще ни один человек на свете, встал и сказал Панургу: «Ах, мой друг, пророчество ваших 2 стаканов и копья обмануло нас». Панург же на это сказал: «Не плачьте, друзья, он еще теплый, я его вылечу, и он будет у меня таким здоровым, каким никогда прежде не был». С этими словами Панург взял в руки Эпистемонову голову, и чтобы она не остыла, положил ее себе прямо на гульфик. Эвсфен и Карполим, не обольщая себя надеждой, что Эпистемон оживет, а единственно для того, чтобы Пантагрюэль на него посмотрел, отнесли его тело туда, где они бражничали. Панург, однако ж, одобрил их. «Даю голову на отсечение, что я его вылечу. Довольно слезы лить, лучше помогите ко мне». Он тщательно обмыл отличным белым вином сначала шею, потом голову убитого, присыпал их диадермическим порошком, который всюду носил с собой в одном из карманчиков, затем смазал какой-то мазью, и дабы Эпистемон, избави Бог, не стал вертишейкой, а таких людей Панург ненавидел смертельной ненавистью, приладил голову к туловищу так, что вена пришлась к вене, сухожилие к сухожилию, позвонок к позвонку. Чтобы голова не отвалилась,
Он сделал стежков 15-16 по всей шее и слегка смазал по шву мазью, которую он называл воскресительной. Эпистемон вдруг вздохнул, потом открыл глаза, потом зевнул, потом чихнул. Вот теперь я могу сказать, наверное, что он здоров, объявил Панурк и дал Эпистемону стакан забористого белого вина со сладким сухарем. Так искусно был вылечен Эпистемон, он только хрипел после этого недели 3 с лишним, да и еще привязался к нему сухой кашель, но и кашель, в конце концов, прошел благодаря возлияниям. И далее мы переходим почти непосредственно к нашему повествованию, то, что изображено на карте. Эпистемон, естественно, был же в загробном мире, и начали все в него расспрашивать, а что он там видел, что да как и почему. И он говорит, что видел чертей, запросто беседовал с Люцифером и хорошенько подзакусил в аду, а также в Елисейских полях решительно объявил, что черти – славные ребята. Перейдя же к рассказу о грешниках, он выразил сожаление, что Панурк слишком рано вернул его к жизни. «Мне было весьма любопытно на них поглядеть». «Да что ты говоришь?» — воскликнул Пантагриэль. «Обходятся с ними совсем не так плохо, как вы думаете. Но только в их положении произошла странная перемена. Я видел, как Александр Великий чинил старые штаны. Этим он кое-как зарабатывал себе на хлеб. Ксеркс торгует на улице горчицей, Ромул – солью, Нума – гвоздями, Тарквиний – сквалыжничает, Пизон – крестьянствует, Сула – паромщик, Кир – скотник, Фемистокл – стекольщик, Эпоминонт – зеркальщик, Брут и Кассий – землемеры, Демосфен – винодел, Цицерон – истопник, Фабий нанизывает бусы, Артаксеркс – веревочник, Эней – мельник, Ахилл – захерел, Агамемнон стал блюдолизом, Одиссей – косец, Нестор – рудокоп, Дарий – золотарь, Анк Марций – конопатчик, Ганнибал торгует яйцами, Приам – тряпичник, Ланцелот – рыцарь, озеро, сдирает шкуры спавших лошадей. Все рыцари круглого стола, жалкие поденщики, служат гребцами на переправах через Кацит, Флегетон, Стикс, Ахирон и Лету. И катают Господь чертей. Словом, они вроде леонских лодочников или же венецианских гондольеров. С той только разницей, что за перевоз они получают щелчок по носу, а вечером заплесневелую краюху хлеба. Далее еще длинный список на 2 страницы о том, кто чем занимается, из тех великих людей, коих знает история, которых, естественно, немало. Получается так, что Эпистемон, побывав после смерти непродолжительное мгновение в аду, узнал, что там, в общем-то, даже и неплохо, и что черти не такие уж и страшные, и вполне себе славные ребята. И увидел, что те, кого при жизни мы знали как известных и важных господ, там они выполняют какую-то такую неприглядную, мягко говоря, работу. И вот в контексте в этом всем мы читаем о рыцарях круглого стола, которые занимаются извозом. Они перевозят чертей по реке, а далее переводится перечень рек, что, в общем-то, во всей мифологии обозначает суть одно и то же. Это у нас и Стикс, это у нас Флегетон, Кацит, Ахирон и Лето. Это все реки, которые перевозят людей в царство мертвых, и царство живых в царство мертвых. В общем-то, несложно догадаться, что здесь мы видим вот эту длинную вереницу душ, которые тянутся от берега, от лодки, откуда она отплывает, от причала, и вдоль холмов уходят прямо аж туда, где-то далеко за горизонт. Я бы даже так сказал, что они скорее оттуда тянутся сюда, эти длинные вереницы и очереди, в ожидании того, чтобы их перевезли
после смерти в какое-то место, определили, где теперь их пристанище, где их будут черти мучить и насколько они будут их мучить. Я предлагаю теперь перейти в значение. В принципе, мы посмотрели с вами на саму карту, мы поняли, что она визуально соответствует тому, что у нас изображено на классической карте, на классической, вот она, что есть также лодка, есть извозчики в виде рыцарей круглого стола, которые перевозят людей после смерти, тоже такой себе намек, что в этой карте может быть отчасти при сочетании соседних арканов. Перевозит их, этих людей. И, пожалуй, это все, что мы можем вытащить напрямую из контекста, который здесь изображен. А далее будем пользоваться, по большому счету, символикой, которая одинакова для этой и для этой карты. Предлагаю переходить. 6 мечей. Ну что же, перед вами одна из самых трудных карт в колоде. Почему? Я уже спрашивал в начале, все дело в расплывчатости толкования. Тут тебе и путешествие, и тоска, неуверенность, и интеллектуализм, и чуть ли не отшествие в мир иной. Все на этой карте смешалось. А вот, кстати, вам вопрос. Помните, предыдущая карта у нас? Это 5 мечей. Мы ее не разбирали, но мы разбирали 4 мечей. Естественно, что мы чуть-чуть вернулись в прошлое, поговорили о тройке, помните, пробитом сердце, и затронули 5. Для того, чтобы в 5 оказаться победителем, я говорил о том, что по 4 в момент вот этого вот спокойствия, пребывания и заглядывания вовнутрь себя, нужно было сделать правильные выводы, правильные уроки и не вернуться снова в 3, не наступить на те же грабли, а сделав правильные выводы, либо покаяться, либо пережить это горе и в 5 оказаться победителем. Не разбирав 5, несложно будет ее проанализировать, потому что вы ее все знаете. Там также есть 2 стороны. Есть победитель и есть проигравший. Есть тот, кто на первом плане стоит довольный со своим мечом и еще отобранными пару мечами, а на дальнем плане есть персонажи, которые явно смахивают на проигравших. И вот вопрос. Куда проигравшая сторона по 5 мечей уходит? Не задумывались об этом? Вот этот персонаж. Да, он уходит к реке, он там ушел к воде. Уйдя из той ситуации по 5 мечей, проигравшая сторона садится в лодку для того, чтобы отправиться в другое лучшее место. Если хотите, убежать от проблем. Куда? Еще непонятно, мы не знаем. И люди, которые здесь ожидают свои переправы после смерти, они тоже не знают, куда их переправят. Они просто стоят и ждут. Они знают, что переправа будет. И где-то под коркой мозга, возможно, ощущают, что это будет переправа в лучшее место. Но доподлинно это неизвестно. Они просто знают, что будет движение, будет какое-то изменение. Это уж точно. Так как было, уже не будет. Персонаж по 5 мечей, проигравший, он садится в лодку и уплывает в поисках лучшего места. Этот аркан описывает дистанцирование от происходящего, восстановление спокойствия, самообладание, возможность унести ноги оттуда, где все слишком запуталось. Это также могут быть и новые жизненные перспективы, новые цели и новые средства. Помните, я очень часто говорю, достав эту карту, обращайте внимание, любую карту обращайте внимание. Она сама по себе статичная или динамичная? Она предполагает по этой карте определенные все-таки действия? Или что человек будет находиться в статике, как по 4 мечей? Естественно, что эта карта подразумевает какие-то действия. Будем сейчас разбираться. Это действия, которые мы совершаем. Это действия, которые совершают над нами. Но стоит сразу сказать, что, как и в любой карте, стоит помнить, что это могут быть какие-то внешние обстоятельства, внешние события, внешние движения и что-то наше внутреннее.
Наше тело физическое может находиться абсолютно неподвижным, но внутри может происходить то самое перемещение из одной точки в другую, в данном случае с одного берега на другой. Поэтому так много трактовок, которые говорят о том, что это возможность унести ноги оттуда, где все слишком запуталось, а запуталось в пятерке мечей у нас. Возможность новой жизненной перспективы, новые цели, новые средства. Если мы говорим о реке, которая очень часто ассоциируется на совершенно разных уровнях мифологии, легенд, религии и прочего, да, и сама фраза «река жизни» уже говорит о том, что река символизирует нашу жизнь, она с ней ассоциируется. Поэтому, когда мы говорим о том, что новые жизненные перспективы, то мы как будто бы проплываем часть нашего пути по реке жизни, переправляясь с одного берега на другой. Из запутанной ситуации, пока еще не знаем, куда соседние карты покажут, но хотелось бы, как минимум, в ситуацию получше. Но то, что сейчас точно нужно делать отсюда ноги, это факт. В этой, кстати, карте, в отличие от карты Дере, здесь вода разделена, и она отличается. Позади остается такая волнистая, бушующая вода, запутанная, если хотите. А впереди тишь и гладь, как будто бы уже намек, что плохое осталось позади. Эта карта говорит о готовности оставить позади печали и направиться к новым жизненным берегам, даже если перемены не внушают особого энтузиазма. Вот, наверное, один из важных моментов, который стоит для себя уяснить в общем и целом по этой карте. Она точно означает движение. Означает? Означает. Означает ли она явный позитив? Если мы говорим о том, что движение само по себе уже позитивное, в какой-то устоявшейся, устаканившейся ситуации, которая надоела, то да. Но является ли это движение, конечно, какой-то целью, то есть однозначно, что мы уже прибыли, как по четверке жезлов, хотя бы даже, в какое-то лучшее место? Так нет. Не означает, потому что и берега не видно, ни здесь, ни здесь. Река Стикс, не самая приятная река для того, чтобы можно было сказать, что ты явно попадешь в хорошее место. Так же, как и эта река, явно не говорит о том, что на том берегу будет лучше. Это готовность что-то делать, готовность что-то предпринимать. И в этом, кстати, есть и логическое развитие, начиная с четверки, когда человек размышлял, когда он ушел в себя, когда он думал о том, как ему стоит поступить и вести себя правильно, сделал соответственные выводы, он в пятерке оказывается победителем, либо не победителем, но тогда он бежит, предпринимает следующий шаг для того, чтобы уйти от ситуации, которая ему неприятна, и решить свои проблемы по-другому. Не получилось силой, я решу не хитростью пока еще, это будет семерка, а бегством. Все равно мы начинаем движение к новым жизненным ориентирам по доброй воле или вынуждаемые обстоятельствами. Вот тоже немаловажный момент, что по этой карте может быть. Или это твоя личная инициатива, либо жизненные обстоятельства тебя как понесли туда. По вот этой карте человек просто умер, он просто оказался на этом берегу, он просто ждет своей очереди, чтобы его переправили. Это черти и рыцари круглого стола добровольно катаются туда-сюда, работа у них такая, хотят катаются, а хотят и не катаются, скажут, не будем мы никого перевозить, пойдем за свой круглый стол и сядем. А эти люди не могут, эти души мертвые не могут, они просто выстроились в очередь и молча ожидают, когда же придет их участь. Главное, что вы должны запомнить по этой карте, человек уходит из худшего места в лучшее. Человек еще не пришел никуда, но это стремление, это намерение, либо лично его, либо обстоятельствами, переместить его из худшего в лучшее, убежать из проигравшей ситуации по пятерке мечей в лучшую ситуацию. В какую, пока еще непонятно. Не прибыли, это пока еще только процесс. Саморазвитие. Давайте поговорим, как эта карта у нас может проиграться в наших 4 сферах жизни. Саморазвитие – это будет наш ментальный уровень, наши мысли, то, как мы можем
применить к себе полученную информацию, водворить ее в нашу жизнь, либо в жизнь наших клиентов, когда на них такая карта выпадает в виде совета или какого-то большого расклада. Это борьба по саморазвитию между головой и сердцем. Кто здесь побеждает? Сердце? Нет, конечно, голова. Здесь здравый рассудок. Сердцу, конечно же, не по себе. Сердце не любит мечи вообще, в принципе. Тройки мечей тому доказательство. Взаимоотношения двух близких людей также этому вторят. Когда выпадают мечи, это всегда какая-то холодность, какое-то выяснение ситуации, отстраненность. Поэтому разум и сердце, если выпадают мечи, то это все-таки про разум больше, это не про сердце. Тоже такое некое негласное правило, которое можно себе намотать на ус. Но в конечном счете все это служит развитию. Когда мы говорим о саморазвитии, то шестерочка мечей, она, несмотря на то, что сердцу не по себе, то есть это как будто бы выбор головой, не сердцем. Ты разумом понимаешь, надо делать ноги, надо бежать из этой ситуации, куда пока еще неизвестно. Но чуйка моя, не интуиция, а все-таки разум, да, в большей степени подсказывает, что это надо сделать. Хотя сердцу неприятно. И это в конечном итоге, как правило, служит саморазвитию. Тут либо ты переправляешь, либо тебя. Чтобы достичь нового берега, придется покинуть старый. Логично. А вот что ждет тебя, неизвестно. Такая подвешенная получается ситуация. И многие проводят аналогию с картой повешенной в этом случае, потому что там в целом эта карта проигрывается зачастую в раскладах также ситуативно. Ну, как, мол, ситуация вот повисла, она болтается, и ни туда, ни сюда, как бы ее не сдвинешь. Здесь ситуация подвешена скорее ментально, потому что действие происходит по этой карте, то есть так или иначе движение есть, уже какой-то вектор направления задано. Стоит только теперь ожидать, куда ты прибудешь, поэтому ее полностью отождествлять с картой повешенной, с 12-м арканом не стоит. Отсюда, из-за этой неизвестности, беспокойство, неуверенность, дискомфорт, но это со стороны больше сердца, да? А вот с другой стороны, со стороны ума, пытливости, любопытство и интерес к тому, что будет. В ее видении в этой карте ментальная гибкость, научное и инновационное мышление, объективное и разумное восприятие реальности. Почему? Ну, потому что по пятерке ты понимаешь, что тебе нужно предпринимать. Пока еще, может быть, не знаешь, что конкретно, точнее, к чему это приведет, но то, что что-то нужно делать, что нужно отсюда бежать, это факт. Ментальная гибкость, потому что человек переправляется с одного берега на другой. Для него легко покинуть один берег и прибыть к другому. Когда мы говорим о ментальной гибкости, имеется в виду, что есть один берег, берег это тебе знакомый, там все понятно, там все родное, твое, ты его уже лазил, перелазил с самого детства. Но есть также и другой берег. Он неизвестный, он отчасти пугающий своей неизвестностью, а с другой стороны он и манящий. Он как бы зовет тебя той самой неизвестностью. Это очень, кстати, хорошо ассоциируется с учеными, с первооткрывателями, с путешественниками. Они с мечами очень хорошо ассоциируются. Пытливость ума и желание прибыть туда, что ты еще не знаешь, там тебя ждет, по этой карте присутствует. Отсюда и ментальная гибкость. Если вопрошающего беспокоит ощущение застоя и неизменности, то эта карта четко указывает на прогресс и развитие. Вот для тех, у кого долгое время выпадала четверка мечей, помните, мы в предыдущий раз говорили в реверсе, иногда перевернутая четверка означает для такого человека: фух, ну наконец-то, ну хоть что-то уже сдвинулось. А если выпадет шестерка мечей, ну так это вообще просто сказка и песня. Это человек, как говорится, как говорил Иисус: встань, бери свои носилки и ходи. То есть это лежачий человек в прямом или переносном смысле встал и пошел. Для такого человека, для такой ситуации эта карта воспринимается как благо. Появляется желание или стремление. Помните,
у нас есть 4 масти, 2 из которых мужские и активные, а 2 женские, и они более пассивные. Так вот, огонь и мечи — это 2 мужские масти. Огонь, движимый желанием, а мечи — воздух, движимые мыслью. Просто появляется стремление. Это не желание, как гормон, это такое что-то весной, да, вот взыграла кровь, и ты еще не понимаешь почему, а тебя просто тянет к этой красавице. А мечи — это нечто другое. Это вот эта самая пытливость ума ученого. Понять тайны неизвестного, постичь глубины космоса, погрузиться на дно океана, залезть в джунгли. Кто это все делает с вами? С нами, с вами. Вода, земля? Нет. Это мечи. Мечи, порой перемешанные с огнем, но в большей степени мечи. Это именно те безумные ученые, которые на острие атаки, они рвутся постоянно вперед для того, чтобы добраться до неизвестного берега. Для них шестерка — это чуть ли не образ жизни получается. Они постоянно, чуть только освоились на одном берегу, они тут же отправляются по этой реке Стикс на другой берег, чтобы выяснить, а что же там, а что же на том берегу. Для человека же робкого, нерешительного, ситуация, описываемая этим арканом, будет воспринята скорее неприятно. То есть для человека, который априори не привык к действию, вот, например, классический человек по стихии Земля, по масти Пентакли, это человек медленный, для которого все должно быть размерено. Все проистекает, но очень медленно. Как медленно растет трава, как медленно растут деревья. Для человека воздух, огонь будет восприниматься крайне неприятно. Человек в жизни будет воспринимать это как негатив, как то, что его сорвали с одного места, вот этот ветер, который рвет деревья с корнем, и перенесли, посадили его в другое. Для него неприятная такая ситуация, он не хотел бы в ней оказаться. И скорее самостоятельно такое решение принимать он не будет. В большей степени либо за него кто-то его примет, либо обстоятельства так сложатся, что он будет вынужден под их давлением принимать какие-то попытки переправиться с одного берега на другой. И, конечно, для него тогда такая карта будет на эмоциональном уровне восприниматься негативно. Стоит ли говорить, что карта Таро в целом это инструмент гадательный, эмоциональный? Он в большей степени, особенно когда мы смотрим на людей, а так чаще всего и происходит, он показывает отношение человека к этой ситуации. И вот один человек, для одного шестерка это будет большое благо, а для другого человека опять надо что-то делать, опять надо куда-то вот это ехать, перемещать, не хочу. Конечно, соседние карты покажут, насколько для человека это будет радостным или нет. В конце концов, даже для человека, который не хочет таких перемен, то куда он переместится, может оказаться большим благом. Тогда стоит его обнадежить, приободрить его, крылья ему пришить, сказать: дружище, дальше будет только лучше, поверь мне. Не веришь мне? Вот смотри карты. Впереди тебя ждет, не знаю, аркан повешенный. Не пугайте их так людей. Если, это мы уже прочитали, это карта эволюции, если мы говорим о саморазвитии, и самосовершенствования. Вода, что у нас символизирует? Я уже говорил, жизнь. Лодка. Лодка — это некий, если хотите, островок безопасности, с одной стороны, то есть в этой бурной реке жизни у нас есть наш некий такой огражденный какими-то границами островок наш, который дает нам ощущение безопасности. Это на самом деле не так. Если шторм будет, эту лодку может перевернуть и так далее. Но он у нас есть. Некая такая твердая почва под ногами, земля, на которой мы можем стоять и которая нам позволяет думать, что все окей, все хорошо. Это с одной стороны. А с другой стороны, лодка — это и средство передвижения, и средство перемещения. Это могут быть какие-то инструменты для нашего саморазвития в жизни. Благодаря такой лодке мы можем перенаправиться с одного берега на другой. Когда мы говорим о саморазвитии, то, конечно, это могут быть какая-то полученная информация, это могут быть какие-то правила, имеется в виду, которые мы услышим от психологов, гуру, тарологов, людей, которые советуют нам, исходя из личного опыта, может быть. Это, конечно, и в буквальном смысле могут быть какие-то инструменты вспомогательные, которые помогают нам развиваться. Мужчина и женщина
которые на классической карте изображены. Здесь нет такого явного разделения, потому что персонажей здесь поболее чем 3. Мужчина и женщина в классике — это как инь и янь, это как противоположности, это как сознательное и подсознательное, как солнце и луна. И две этих антагонистические фигуры, которые здесь изображены, они также по глубокому прочтению этой карты, по саморазвитию, признаны нам показать, что это очень часто бывает способность связать, я не знаю, хотите, духовное и земное, доброе и злое, мужское и женское, привычное нам, то, что на нашем берегу уже находится, и новое, то, что мы получим на новом берегу, насколько оно может согласоваться с тем, что мы уже имеем, оно может и в конфликт вступить. Тогда нужно будет нам соединить несоединимое, как по алхимии, алхимическая свадьба. Соединить мужчину и женщину для того, чтобы получить нечто новое. То, чего не существовало до сих пор, задача архисложная. Ребенок, который также присутствует на классической карте. Ребенок, если хотите, здесь, с одной стороны, это ощущение, дополнительное ощущение опасности, потому что дети боятся больше, в отличие от взрослых. А с другой стороны, дети, если хотите, это объединение мужского и женского, как нечто новое, родившееся. Это как аркан Шут, дурак, как зарождение новой жизни, как то, что благодаря объединению, благодаря переправе с одного берега на другой, есть возможность зародиться чему-то новому, новой жизни, новым взглядом, новому пониманию, новому прочтению. Гексаграмма. Не совсем она здесь очевидна и понятна, но если мы с вами поговорим немножко о нумерологии и подумаем о цифре 6, 6 мечей, 3 меча образуют треугольник, и 3 других меча образуют также треугольник. 2 взаимопроникающих треугольника образуют то самое Маген-Давид или гексаграмму. Помните, то, что наверху стремится вниз, то, что внизу стремится наверх. Или, как говорил Гермест, прообраз которого изображен на аркане маг, вот помните, таким характерным жестом, да? Он берет то, что на небе, и пытается применить то, что на земле. То, что на небе вверху, то и на земле внизу. Вот эта гексаграмма, вот это мужское и женское, вот этих 2 берега, и здесь много противоположностей, которые скрыты в этой карте, и которые можно очень хорошо увязать по саморазвитию. Это мы уже говорили, вспомните 5 мечей, куда ушли те персонажи, которые проиграли сражение. Да, вот они ушли сюда, те персонажи, которые проиграли сражение, они ушли сюда для того, чтобы им понять, почему они проиграли это сражение. С одной стороны, так просто оно и очевидно. Сел в лодку и убежал куда-то. В буквальном смысле. Но не просто убежал. Ситуация повторяется. И вы все знаете, что наша жизнь, она вот такая, да? Она вот такая. Вот так. И если хотите, черная полоса белая, черная полоса белая. Побывав в 3 мечей, мы приходим в 4 мечей. Мы в 4 вылечиваемся. Мы в 4 постигаем глубины. До нас доходит, почему это произошло и как сделать, чтобы этого не случилось. Мы попадаем в 5, там оказываемся победителями. А если мы там оказываемся проигравшими, то у нас 2 варианта. Мы убегаем в 3, не убегаем, ситуация может быть цикличная, либо мы убегаем в 6 и переправляемся на другой берег. Но тогда это бегство стоит воспринимать за благо. Тогда это бегство по саморазвитию. Тогда мы, как и по 4, по 6, как и по 4, начинаем копаться в глубине себя. У нас есть что-то стабильное, статичное, понятное и привычное. Наш берег, на котором мы родились. Вот наша земля, это известная. Мы ходили по ней с самого детства. Есть противоположная сторона. Мы уже туда отправились. И когда мы туда прибудем, нам нужно будет связать то, что мы уже знаем, с тем, что мы получили. Объединить мужское и женское, черное и белое. Это нам поможет успешно разрешить ситуацию, которую мы печально прожили в 5 мечей. Карьера. Если мы говорим о том, как эта карта проигрывается в карьере, то начиная с очевидного, по этой карте, да, что-то у нас? Это у нас транспортные перевозки, грузовые перевозки, любые перевозки от крупногабаритного груза или даже, наоборот, от какого-то мелкого, от какой-то доставки еды
заканчивая крупногабаритными международными перевозками из одного континента в другой, потому что река Стикс, она большая река. Кстати, может указывать и на контрабанду. И если особенно рядом могут быть какие-то карты, говорящие о нечестности, о чем-нибудь скрытом, типа высшей жрицы, или, может быть, дьявола, или каких-то таких вот не совсем белых схем прозрачных, может говорить напрямую о контрабанде. Намек на этой карте на ребенка, да, он такой закутанный, на ребенка или на женщину, которая тайно перевозится, их так мечами прикрыли. В общем, я думаю, каждый из вас, как будущий или нынешний таролог, сможет вытащить или уже вытаскивать такие значения, которые могут находить практическое применение в каких-то конкретных ситуациях. Также перемена работы. Куда же без этого? С одного места направляемся в другое, а соседние карты покажут, будет ли такая перемена лучше или нет. Новые профессиональные задания могут быть в рамках одной работы. Также для человека это как в полет в неизвестность какую-то. Поступление на учебу. Начало развития проекта. Эта карта также и профессионализма. По ней нередко идет помощь специалистов и экспертов. А вот странно, да, почему? Если по этой карте не совсем понятно, на первый взгляд, то здесь по контексту мы уже понимаем, почему профессионалы. Потому что там есть черти, потому что там есть рыцари круглого стола. Вот они как специалисты и помогут вам переправиться с одной части суши на другую. Представьте, что там была просто лодка привязана и вот эта длинная вереница людей. Много бы из них доплыло туда, куда надо. Я думаю, там была бы такая путаница. Приплывали бы и не туда, и туда. Те, кто был совсем плохой, попадали бы в лучшие места. А вроде и человек был хороший, а он попал в самое пекло. Поэтому по этой карте идет помощь специалиста. То есть те самые лодочники, те гондольеры венецианские, которые помогают вам выполнить то, что от вас жизнь требует, то, что вам нужно на данный момент здесь и сейчас профессионально. Причем информация о необходимых изменениях должна передаваться таким образом, чтобы другие могли понимать и принимать их. Я говорил уже о том, что это карта экспертов и профессионалов, и нередко идет по ней помощь специалистов и экспертов. Так вот, информация не завуалированная, не скрытая, а информация такая, чтобы вот эти вот бестолковые души, стоящие на берегу, понимали, куда их везут, зачем, почему. То есть они могут этого не понимать. Здесь имеется в виду, что до них, как для чайников, будет объясняться. По этой карте специалист будет такой, который разжует вам и в рот положит. Он не будет говорить какими-то заумными терминами. Все будет предельно просто и понятно. Он, условно говоря, объединит А и Б. Вот смотри, вот это вот сюда, а это сюда. Нажимай кнопочку, говорит там айтишник девушки, некой воображаемой блондинки. Вот, чтобы она напечатала, нажимай Ctrl-P. Вот, печать сейчас пойдет. Видишь, бумажка лист из принтера. Чудо. Финансы. Деловые люди при взгляде на эту карту произносят огорченно. Уплывает. Бывает, что само плывет в руки, а тут нет, уплывает из рук. Конечно, соседние карты покажут, но чаще всего, когда она одна будет в раскладе или как уточняющая карта, то уплывает. Уплывает от вас шанс, удача, деньги в буквальном смысле, получить какое-то вознаграждение, выигрыш, на вопрос, удачно будет сделка или нет, уплывает от тебя денежка. Отказ от своих прав, уступка, передача их другому. Вот странные такие значения, казалось бы. А почему? Все потому, что река Стикс. Либо здесь мужчина и женщина. То есть есть персонажи, которые не понимают вообще, что им делать и куда им идти, к чему стремиться. Помните, в карьере также говорилось о том, что это эксперты и профессионалы, которые помогают вам объединить одно с другим, разжевать, растолковать. В финансах это как передача полномочий другим людям, которые за вас будут управлять этой лодкой. Отсрочка платежей, может быть, уклонение от выполнения финансовых обязательств. Если мы говорим об отношениях, глядя на эту карту, вот вопрос к вам. Вот вы сами как считаете, глядя на эту карту, это вообще хорошая карта для отношений или нет?
По ней идет внезапное отбытие, прощание, отъезд, бегство и даже исчезновение без объяснения причин. Да, сама по себе такая карта в общем и целом в большинстве ситуаций воспринимается негативно, когда мы смотрим на взаимоотношения двух близких людей. Снова и снова, не устану повторять, для этой карты, как ни для какой другой, важно смотреть, а куда мы придем, к чему придет вот это вот самое отплытие-отбытие. Но практика показывает, что как минимум она показывает то, что один человек отдаляется от другого. Он как бы оттолкнулся от берега и поплыл, а тот второй остался стоять еще на берегу. По этой карте человек может как развязаться со старыми отношениями, так и наоборот завязать новые. Вот то, что я и говорил. То есть динамика показывает нам, это что? Это к чему-то приведет или наоборот человек от чего-то убегает, от чего-то уплывает. Он убегает от пятерки мечей или наоборот, как проигравшая сторона, да? Как та сторона, которой это все надоело, он хочет убежать быстро. Или же наоборот, это человек прибывает на новый берег, счастливый берег. Ведь и так может быть. Здесь скорее пока только процесс идет. Важно, откуда человек уплывает и куда приплывет. По этой карте, как ни по какой другой. Мне кажется, я уже раз 20 это повторил, но это все только для того, чтобы вы запомнили. Важно, откуда, куда. Иногда здесь возникает чувство бессилия, и человек чувствует себя пешкой в чужой игре, отношения, которые состоялись, честно говоря, не очень-то и хотелось. Вот некий режим фатализма включается. Помните, либо ты переправляешься, либо тебя переправляют. Вот тут может быть такие отношения, когда как будто бы за человека все решилось. Все так сложилось, все так обернулось, и он себя ощущает пешкой в чужой игре, что он прибыл в какой-то берег, но это все было стечение обстоятельств. Кайрос, не случайные случайности, так с ним приключились по 8 жезлов, что он оказался в 6 мечей на каком-то берегу, в каких-то отношениях, которые ему, честно говоря, безрадостны. Бывает, что карта указывает на освобождение от неприятной связи. То есть это уже в противоположность предыдущему моему трактованию. То есть человек, наоборот, может избавиться от связи, которая была ему неприятна. Значит, по этой карте кого-то спасают. Соответственно, тоже есть тот, кто спасает, кто-то. На этой карте есть кого-то, а есть кто-то. Если мы говорим, например, о девушке, вот на этой карте, или вот здесь об этих бедных людях, то это кого-то спасают. Но если перевозчик, это кто-то. Помните, мы по карьере, по финансам говорили о делегировании полномочий, о том, чтобы перепоручить кому-то права, передать какую-то ответственность таким людям. Это вполне может указывать на нового мужа, если хотите, который забирает жену из старых отношений, и даже, может быть, и с ребенком. Почему нет? По этой карте это буквально может прочитаться. Если никто и никого ни от кого не уходит, то карта может описывать ситуацию, где есть разрешение старых конфликтов, прояснение неясностей, преодоление разногласий, нахождение компромиссных решений. То есть карты так соседние сложились, или в целом весь расклад, что вы понимаете, никто ни от кого не уходит, все остаются в рамках этих отношений. Тогда эта карта может говорить о том, что это решение конфликта. Вот был конфликт, он остался на этом берегу. Все, мы переправились, и теперь на новом берегу. Конфликт там, он позади нас. Мы теперь в новом месте. Мы конфликт забыли, 5 мечей осталась позади. Мы успешно решили с нашей парой. Нахождение компромиссных решений по этой карте может быть. Особенно, когда соседние карты или рядом лежащие карты позитивные, положительные, и они вторят тому, что это будет приход к какому-то вразумительному, понятному результату. Эзотерически во взаимоотношениях эта карта описывает единение душ, взаимопроникновение мужского и женского начала. Опять-таки на этой карте, вот ребенок, жена и мужчина как муж изображен,
Если мы говорим о цифре 6, то это 3 плюс 3, то есть это гексаграмма, помните, да, треугольничек один проникает в другой. То есть это такие взаимоотношения, которые, это настолько специфическое, хотя почему нет, если какой-то расклад там более глубинный, не поверхностный, а на совместимость, на какие-то такие вещи, кармические уроки и прочую какую-то эзотерику, которая имеет место быть в нашей жизни, такая карта может вполне себе показывать, насколько важно что-то проработать по ней, как совет, возможно, даже стоит его воспринять. Если мы говорим о реверсе в этой карте, в перевернутом значении, традиционно, проще всего сказать, вот так вот движение, а так не движение, никуда не поедут. Может и такое быть. Но это скорее некие препятствия для того, чтобы было нормальное движение. А отсюда препятствия могут быть настолько сильные, что как бы движение и не происходит. Нахождение в тупике, в буквальном и переносном смысле. То есть, когда человек как будто бы не отплывает от берега, он в него упирается. То есть, лодка не в ту сторону плывет. Помните, может быть и не помните, если у вас был хотя бы небольшой опыт управления лодкой, или вы находились в виде пассажира на лодке, особенно такой небольшой, и пытались отплыть от берега, на который бьют волны, то порой это очень сложно сделать. Ты только оттолкнулся, еще не успел несколько раз веслами провернуть, а тебя уже обратно на берег выбрасывает. Это вот и есть та самая безумная шумная вода, изображенная на классической шестерке, которая нас толкает назад, которая тянет нас назад по реверсу. Она нас тянет обратно. Не выйдешь ты из этих отношений. Иди сюда и начинай тянуть эту лодочку обратно. Вот что может быть в реверсе. Трудности, не позволяющие тебе уйти из этих отношений. Ты снова и снова можешь в них возвращаться. Как бы ты ни пытался приплыть к другому берегу. Вроде гребешь. Кстати, еще один пример. В метро идут по эскалатору, который движется напротив них. И в таком виде человек идет на месте. Он идет, и никуда не приходит. Вроде как бы и движение есть, и шестерка мечей случается, происходит. Человек движется, но по факту он так и не придет никогда к другому берегу. А только он остановится, его и вовсе принесет обратно на его родной бережочек. Вот то, что может быть в любой ситуации. И во взаимоотношениях, из которых человек не может выйти, и также какая-то ситуация, также из которой он не может выйти. Причины почему надо уже искать, задавая отдельные расклады, отдельные вопросы или смотреть по соседним картам. Также может быть неразрешимость проблем, которые откладываются в долгий ящик. Это уже скорее такое что-то внутреннее. Это вода не как внешнее обстоятельство, а это вода как наше что-то внутреннее. Прокрастинация такая себе. С понедельника начну бегать по утрам. Все. Я твердо решила. Сейчас еще вот этот торт доем с холодильника. Дай сюда торт. И с понедельника буду бегать. Если в прямом значении карта указывает на движение вперед, то о чем она может сказать в реверсе? Это не риторический вопрос. Есть препятствия на пути этого движения. Либо наше внутреннее, либо внешнее. Я поспешил вам привести пример по поводу эскалатора этого. Вы понимаете, что как только человек на нем останавливается, его относит назад. Как только мы гребем против течения, если очень сильно грести, мы можем его преодолеть, но наше движение будет очень медленным. Наблюдающий с берега даже сказал бы, он даже и не движется, эта лодка замерла на месте. Но как только мы выдохнемся и силы у нас закончатся, а скорее всего они закончатся раньше, чем силы закончатся у реки, которая бурным потоком нас начнет относить назад к нашему берегу. Соответственно, в перевернутом значении, если так мы вперед, мы уплываем от нашего чего-то старого, от прошлого, как минимум мы уплываем от прошлого, то в перевернутом мы к нему возвращаемся. Мы хотим уплыть, но не можем. Либо внутри что-то мешает, либо внешние обстоятельства мешают. Что-то нас заякорило к тому берегу. Предыдущий шаг, это как урок, был неверным. И самое время вернуться на исходные позиции и все исправить. Переходим в зодиакальный дом.
А в зодиакальном доме сегодня у нас необычный персонаж. Это не просто зодиакальный дом, это у нас Водолей. Да. Я усмотрел здесь, естественно, не я такой умный, по прочитанной информации, здесь можно было бы отнести несколько зодиакальных домов, и особенно по части саморазвития, по части того, что мы переправляемся от известного нам старого берега во что-то новое, вполне можно было бы сказать о 9 доме. Это вторит аркану дьявол, это вторит нашим открытиям каким-то новым, это раскрывает нам полнее высшее образование, помните? Заграничная учеба, дальние поездки, командировки. Но мы этот аркан уже, не аркан, мы этот зодиакальный дом с вами разбирали в тузе Пентаклей, нет. В 9 кубков мы это разбирали, там, где у нас был Гаргантюа, который обучался, который уехал в Париж учиться. Поэтому, Водолей сюда очень хорошо подходит именно в плане особенно саморазвития, не столько взаимоотношений, сколько по саморазвитию, если мы копнем глубже и посмотрим на эту карту. Поэтому предлагаю сейчас погрузиться чуть больше в этот знак зодиака. Для Водолея характерна холодность и отстраненность от мира. Его интересуют в основном идеи на ментальном уровне, а люди лишь постольку, поскольку они его идеи воспринимают. У Водолея есть 2 проблемы. У всех людей намного больше проблем, а у Водолея всего лишь 2. Первая проблема Водолея заключается в том, что чтобы расшифровать пришедшую к нему информацию, это то, что идет от тонкого мира в виде идеи или озарения. А вторая основная задача Водолея заключается в нахождении правильного адресата для своих идей. Все сводится к тому, что Водолей, как знак зодиака, он получает какую-то информацию из тонких миров. Помните, что наверху, то и внизу. Он получает информацию из чего-то неизвестного, неосязаемого, неописуемого, непонятного. Его задача первая, точнее проблема, в том, чтобы расшифровать эту пришедшую информацию, в первую очередь для себя самого. А вторая задача – передать эту информацию людям так, чтобы они это поняли. Давайте разбираться чуть глубже. Неразвитый Водолей думает примерно так. Мое дело высказать догадку, а потом придет талантливый человек, достаточно одаренный, другой какой-то, чтобы сделать открытие по вот этой вот сырой идее. Но Водолею дан ключ, и его кармическая задача его провернуть. Вторая, как я уже сказал, основная задача заключается в том, чтобы находить правильный подход для того, чтобы эти идеи, которые у него возникают, ретранслировать в референтную группу для тех людей, кому это надо. Но проблема заключается в том, что общество обычно для них не готово, поскольку они приходят из слишком далекого будущего и непосредственно нереализуемы. Или Водолей их сам недостаточно хорошо понимает. Тут 2 варианта. Да? Либо идея может быть прекрасная, замечательная, но сейчас эту идею, куда ее положить, куда ее применить, общество не готово. Нет сейчас ниши такой, куда бы ее можно было, эту идею адаптировать. Один момент. Второй, Водолей не понимает, что ему вообще в голову пришло, что это за идея такая, и отметает ее как ненужную, например. Поэтому развитый Водолей, пребывая там, в пространствах, всегда через время возвращается на Землю. Для чего? Для того, чтобы согласовать полученную информацию с кругом ментальных интересов и проблем. Постоянно происходит перемещение с одного берега на другой. С неизвестного для всех людей берега на известный для всех. Снова возврат туда, получил что-то, возврат сюда. Применил, адаптировал, подшлифовал.
появились вопросы. Снова туда, там их уточнил, снова вернулся. И вот это вот метание туда-сюда, туда-сюда, теперь вы понимаете, почему я это связал с шестеркой мечей на ментальном уровне, на уровне саморазвития. Потому что Водолей этому соответствует, знак зодиака. Он также получает вот эти вот сведения, данные. Если хотите какие-то безумные идеи, его задача их в первую очередь самому осмыслить, а потом еще и адаптировать для общества. Для этого ему нужно постоянно сверять полученные знания, отшлифовывать их и адаптировать под референтный круг. Неразвитый Водолей, наоборот, стремится поддержать и усилить свой информационный канал и нисколько не озабочен тем, что окружающие плохо его понимают и считают его вообще помешанным. Однако, по мере развития Водолея, его канал усиливается, делается более устойчивым, а помехи уменьшаются. И тогда ему необходимо ограничить свою эксцентричность, уменьшить упрямство и обратить внимание на окружающий его мир, для которого Водолей и существует. Вот эти ребята, перевозчики, рыцари круглого стола, вот их задача была, как водолеи, возить людей с одного берега на другой, с одного на другой, умерить свое эго, которое было чрезмерно высоким при их жизни, и теперь они получают щелчок по носу каждый раз в уплату и краюху заплесневелого хлеба, ибо незачем было так себя вести. Умерьте теперь свою эгоцентричность, свой какой-то пыл, что-то у нас там еще, напыщенность, эксцентричность, упрямство, и обратить внимание на окружающий мир, для которого Водолей и существует. У высокого Водолея несколько неопределенное понятие дружбы, вот такой напрямую, заменяется чувством единства людей в общем и целом, всех, выполняющих особую кармическую задачу. Все живые существа в восприятии Водолея рассматриваются как незаменимые, относительно самостоятельные, развивающиеся части единого большого организма. Нести в мир это ощущение единства – одна из главных кармических задач Водолея. Главная кармическая задача вот этих ребят было перевозить мертвые души с одного берега на другой. Одна из главных кармических задач Водолея – брать идеи из тонких ментальных уровней, из тонкого мира, осмысливать их, адаптировать под общество, нести их в общество на благо этого общества. Потому что у Водолея есть ощущение, что все люди являются частью, каждая единица, как человек, независимый, индивидуальный и способный к саморазвитию, но все вместе составляют единый общий цельный организм. Дело в том, что на низкой и средней октаве Водолея человек очень плохо понимает смысл происходящего с ним, в то же время ощущая его важность для мира. То есть где-то какая-то вот, что-то там присутствует, понимание того, что ты что-то должен сделать в этом мире, а что конкретно ты еще не понимаешь. Поэтому на низкой и на средней октаве он не понимает, что с ним происходит, как что-то жмет, давит, знаете, как подросток, у которого происходит гормональные изменения в организме, но это лет 100 назад ни интернета, ни мобильного телефона, ни книжек никаких, чтобы понять, прочитать, непонятно, что-то происходит, голос ломается, как-то так по-другому ты начал выглядеть перед зеркалом, а что доподлинно неизвестно. Подождать еще надо, все прояснится. У Водолея есть два управителя – Уран и Сатурн, те, которые больше всего проявляются. Уран предъявляет высокие требования к духовному уровню человека, рассчитывающего на самореализацию под Водолеем. Однако, не умея заглянуть в глубину, Водолей
человек под Водолеем, считает свою эксцентричность и оригинальный способ мышления исполненным высшего смысла, в то время как они суть лишь пена на поверхности мощного горного потока. Не разобрался, не понял еще, для чего, зачем, ни цели, ни кармические задачи. И свою эксцентричность я почему-то сразу вспоминаю доктора Хауса. Но стоит отдать ему должное, что он наряду с своей эксцентричностью, с оригинальным способом мышления и лечения людей, он таки их лечил, он таки что-то реализовывал, делал. Но если брать его результаты, а только взять то, что лежит на поверхности, то вот вам типичный водолей, который не смог реализоваться. Много пафоса, много шума, много эксцентричности и необычного способа мышления, но что с этим делать непонятно, и это лишь пена на поверхности большого мощного горного потока, который он еще пока не осознает, мало того, не пользуется им во благо других людей, для чего он и предназначен. Но попасть в глубину, оставаясь под Водолеем, необычайно трудно. Единственное, что помогает человеку Водолея, это его возвраты во внешнюю реальность и честные попытки додумывания и реализации его полуфантастических идей. Опять-таки, переправление постоянное с одного берега на другой. Тогда у него начинается более глубокая проработка идей. Проникнув в высшие ментальные сферы в следующий раз, переправившись на второй берег в следующий раз, Водолей задаст эгрегору вопрос, уточняющий полученную идею в прошлый раз. То есть случилось путешествие, получил инфу, вернулся и не стал эгоцентричным и не закрысил эту идею внутри себя, а попытался подумать, а как же эта безумная идея может быть полезна обществу? Попытался ее реализовать, применить, столкнулся с рядом несоответствий, возникли вопросы, возврат в следующий раз туда же, на тот берег, задаешь уточняющие вопросы, получил инфу, вернулся, поработал. И так до бесконечности, до тех пор, пока не будет получен результат, удовлетворяющий не Водолея, общество, для которого Водолей служит. Таким образом, с одной стороны, начнет ее практическую реализацию, идея имеется в виду, а с другой приступит к осуществлению принципа космического сотрудничества, одним из проявлений которого является помощь тем, кто этого хочет для их эволюционного развития. Каждый человек – это индивидуальная отдельная личность, способная к саморазвитию, но вместе с тем это единый цельный организм, этот принцип начинает реализовываться. Когда Водолей начинает туда-сюда мотаться с одного берега на другой, получает идеи, шлифует, дорабатывает, несет в мир на благо других людей, тогда начинает реализовываться вот этот вот самый принцип, что все мы взаимосвязаны. Сатурн, как второй управитель Водолея, дает ему некоторый внутренний пессимизм, им обычно явно не выражаемый, но отчетливо ощущаемый. Таким образом, Сатурн дает Водолею возможность адаптации своих идей по степени их доступности современникам и способность к упорному и тяжелому труду. Я бы даже так сказал, что если бы не было Сатурна у Водолея, то Уран, он бы просто завалил его вот этим вот горным потоком, этими безумными идеями, которые бы не имели возможности реализоваться по той лишь причине, что не было бы у него ни способности к адаптации этих идей, ни к усидчивости, ни к некой доле пессимизма, которая должна немножко урезать фонтанирующий поток. Свой скептицизм Сатурн распространяет и на уранические идеи Водолея, отвергая сразу наиболее эксцентричные и легковесные из них и подвергая тщательному контролю и анализу остальные. То есть безумные идеи, все, мы сразу отметаем. Это не сейчас, это так, лет через 200, тебя уже не будет, но лет через 200 они будут актуальны. Сейчас нет. Сейчас вот эту идею мы оставляем, но надо их проработать. И есть ряд вопросов. Мотанись еще раз
куда ты там мотаешься, и выясни эти вопросы. Таким образом, Сатурн заземляет Водолея, Уран поднимает его в высшие ментальные и духовные сферы, и балансировка этих двух принципов – основная задача Водолея. И в Водолее отыгрывается этих два берега. И в Водолее отыгрывается то, что на Земле внизу, то и на небесах вверху. Взять оттуда, принести сюда, адаптировать и применить здесь. В первую очередь задача Водолея – это сделать внутри себя. Во вторую – сделать это для мира. Взять оттуда и дать всем остальным. У Водолея также есть Солнце в заточении. Заточение Солнца ставит для Водолея своеобразный акцент на его кармической задаче, смысл которой сводится к безличному участию в процессе соединения идей будущего с настоящим. Помните, мы говорили с вами по 12-му дому зодиакальному о безличностном служении. Само по себе словосочетание этих двух терминов говорит о том, что это будет служение. Безличностное имеется в виду без отпечатка автора. Когда делает твоя левая рука добро, пусть правая об этом не знает. Примерно такой принцип записан в Библии, который отражает безличностное служение. Так вот, Солнце, которое находится в Водолее в заточении, оно помогает это сделать. Если нет иных каких-то влияний планет, тогда будет переть наружу Солнце, тогда это будет эгоцентризм, тогда это будет самолюбие, высокоразвитое эго, как у доктора Хауса. Так вот, заточение Солнца ставит для Водолея своеобразный акцент на его кармической задаче, смысл которой сводится к тому, чтобы служить другим людям, чтобы помогать другим людям. Только при полном осознании своей кармической задачи и выработке подобающей скромности в мироощущении и поведении возможно для Водолея проработка этого символического аспекта, имеется в виду заточенного Солнца, и самореализация. Все сводится снова к тому, что нужно брать идеи наверху, адаптировать их для людей, делать это без лишнего пафоса, в первую очередь преследуя интересы общества, а не свои личные. Вот такой вот необычный у нас сегодня получился Водолей, который астрологически соответствует у нас с шестеркой мечей. Предлагаю сейчас погрузиться в соответствие, как наши 4 стихии могут проиграться в этой карте в быту. Начиная с жезлов, жезлы, огонь, это у нас рост по карьерной лестнице, продвижение на работе и все, что, в общем-то, касается у нас карьеры и реализации нас в обществе. Если мы говорим о шестерке мечей, то это может быть, конечно, и перемена работы в буквальном смысле. Человек с одного места в поисках чего-то лучшего другого переправляется. Это может быть внутри работы новый проект, начало нового проекта, также движение показано. В буквальном смысле деловые поездки могут быть. Помните еще, это и как сигнификатор работы, которая связана с грузовыми или пассажирскими перевозками, международными, любого вида перевозками, транспортный бизнес, если хотите. Помощь специалистов. Делегирование своих полномочий кому-то другому по этой карте может быть. Если мы говорим о взаимоотношениях двух близких людей, покупкам, это может указывать на расстояние буквально между людьми, что кто-то находится на одном берегу, а кто-то на втором. Где-то там. Расставание, конечно же, да? То есть один человек уплывает из отношений. Помним, да? Неспособность уйти из отношений в перевернутом значении может быть. То есть вроде как бы попытка есть, но либо тебя что-то внутри самого тянет, либо вода обратно тащит тебя. Либо что-то внутреннее тебя возвращает обратно, либо внешние обстоятельства. Тут уж надо смотреть по картам. Новые отношения, может быть, да? То есть с одной стороны это расставание, а с другой стороны человек наоборот, он идет куда-то, он приходит к новым отношениям. Даже может в буквальном смысле показывать мужчину, который выдернул женщину для новых отношений из старых. Но и может быть нахождение компромисса, когда речь идет о том, что две стороны, никто никуда не уходит, они не расстаются, они до гроба будут вместе, то это показывает о том, что они решают
какую-то задачу, они с одного плохого берега по пятерке мечей переправляются в лучший берег, пока еще неизвестно какой, но хотелось бы в лучший. Хотят решить компромисс по тройке мечей, по пятерке мечей. Сфера пентаклей, сфера бизнеса и финансов. Так как деловые люди, глядя на эту карту, они сразу же говорят о том, что уплывает, да? Это от тебя уплывает. То есть это не то, что тебе приплывает, скорее от тебя. Естественно, что соседние карты и конкретно заданный вопрос может этот момент уточнить, но чаще всего говорит о том, что что-то уходит от человека. Отсрочка платежей может быть. Шанс какой-то уплывает, уходит. Передача прав, передача полномочий. Тут уже в сфере бизнеса, в сфере финансов. То есть вы нашли какого-то специалиста, вы делегируете ему свои какие-то обязанности, полномочия, передаете часть прав на то, чтобы он там представлял вас где-то. Соседняя карта может показать юрист, может быть судья, в смысле не судья, а в суде это может быть представление ваших интересов и так далее. Бегство от долгов, вот так в буквальном смысле. Вообще-то бегство может быть от любых проблем, но коль мы говорим о финансах, то, конечно, это бегство от чего? От того, что ты кому-то денег задолжал. Так никто не смотрит в лодку и быстро, Остап Бендер, улепетывать надо. По мечам. Это у нас будет стихия как раз саморазвития, внутренней такой прокачки этой карты. Переход сознания на новый уровень. То есть был у нас определенный уровень, да, полученное знание, наш нажитый опыт. Вот все, что мы можем отождествить не с нашим физическим телом, а с нашим ментальным телом, с нашим мышлением. И тут мы получаем какую-то новую информацию. Или мы переходим к этой новой информации. То есть мы ее уже получили, она уже маячит на горизонте, этот самый берег. Вот это сейчас происходит процесс перехода. Соответственно, нужно будет увязать по Водолею, помните, да? Одну информацию с другой, одну безумную идею адаптировать по то, что ты уже знаешь. Что-то от Урана взять, сопоставить с Сатурном. Что-то взять женское, сопоставить с мужским. Черное с белым и так далее. Объединение двух берегов, я уже об этом сказал. Трансформация может происходить также. Естественно, что есть другие, в частности, старший аркан Смерть, который может показывать глубинную трансформацию, как отмирание чего-то старого, отказ от чего-то старого и переход на новый уровень. Но и эта карта также показывает. Почему, кстати, эта карта при соответствующих рядом может показывать и буквальную смерть, буквальный уход человека из жизни. Из живого человек переходит в мертвый. Эта карта, кстати, в особенности может сигнифицировать смерть буквально, потому что здесь река Стикс, Флегетон и вот эти прочие иные названия, которые обозначают реку жизни, которая переправляет с одного берега на другой. Исцеление души. Помните, мы говорили о том, что по этой карте идет бегство из плохой ситуации в хорошую. Исцеление души также, то есть бегство из пятерки мечей, из тройки мечей в нечто лучшее. То есть человек исцеляется, он залечивает раны, бурная вода остается позади. Если хотите, для многих этих людей, которые могли прожить бесславную, бесчестную жизнь, для них это все позади, и теперь они переправляются в какую-то новую, лучшую реальность. Исцеление души. Такая вот необычная карта. Когда она мне выпадает, вот что по ней можно сказать. Во-первых, движение. Однозначно перемещение с точки А в точку Б. Попытка убежать из чего-то худшего, чтобы прийти во что-то лучшее. А вот соседние карты для этой, как ни для какой другой, должны показать, от чего мы бежим и куда мы придем. Я же желаю вам, чтобы по шестерке мечей у вас и у ваших клиентов всегда было перемещение обязательно во что-то лучшее. Обязательно в решение ваших проблем, чтобы оставить их позади и прийти в ту ситуацию, которая совершенно вас удовлетворит, которая максимум что это оставит опыт прожитого старого прошлого, поднимет вас на совершенно новый ментальный уровень, на несколько ступенек выше относительно того, каким вы были человеком до этого. Спасибо, что меня смотрите. До свидания.